В мире, привыкшем к громким объявлениям и мгновенной определенности, сегодня родилась тишина, и она оказалась куда более потрясающей. Не со сцены, не с пресс-конференции, а из сдержанного голоса, долгих пауз и слов, тщательно подобранных Тэхёном и Чингуком. Ответ, который не дал уверенности, но открыл самый большой вопрос: наблюдает ли мир начало величайшего камбэка BTS или момент, когда они решают идти совершенно иным путем? Действительно ли мир становится свидетелем начала крупнейшего камбэка века, или же он касается последней границы надежды ARMY, когда Тэхён и Чингук наконец ответили на вопрос, о котором долго предпочитали молчать, эмоциональный ответ, который не просто удивил, но и поколебал сам фундамент будущего BTS? Это может звучать преувеличенно, но в контексте Update World Tour BTS 2026 именно так чувствуют себя сегодня миллионы фанатов по всему миру. Это не просто слухи и необычные спекуляции развлекательных СМИ. Это момент, когда слова, произнесенные сдержанным голосом, длинные паузы, опущенные взгляды и не до конца искренние улыбки превращаются в большие подсказки о дальнейшем пути BTS. Тэхён и Чингук – два человека, известных своей экспрессивностью и одновременно глубокой защитой собственных чувств, наконец заговорили. Но вместо уверенности их слова породили вопросы куда более масштабные, глубокие и эмоциональные. Действительно ли BTS вернутся на мировую сцену в 2026 году, или же мир должен быть готов к совершенно иной реальности? За последние часы глобальные ленты социальных сетей заполнились одним словом – шок. Не из-за официального объявления, не из-за постеров тура или расписания концертов, а из-за интонации и выбора слов Тэхёна и Чингука, слишком честных, чтобы быть пустой формальностью, и слишком эмоциональных, чтобы считаться обычной промо-стратегией. Именно здесь начинается тревога ARMY. BTS — это не просто музыкальная группа, это глобальный культурный феномен, символ поколения и для многих часть собственной эмоциональной идентичности. Обновления о World Tour BTS 2026 ходили еще с конца прошлого года. Инсайдеры индустрии утверждали, что HYBE разрабатывает масштабный план возвращения BTS на мировую сцену после длительного переходного периода, включавшего военную службу, сольные проекты и переосмысление художественного направления каждого участника. Но на протяжении месяцев все это подавалось холодным, нейтральным корпоративным языком. Без эмоций. Без сырой искренности. До того момента, пока Тэхён и Чингук не заговорили напрямую. Этот момент произошел не на масштабной пресс-конференции и не на большой сцене, а в обстановке, которая ощущалась почти интимной. Именно поэтому эффект оказался таким сильным. Тэхён, с его рефлексивной и философской манерой речи, сказал, что не каждый путь домой бывает простым. Фраза звучит поэтично, но для ARMY она наполнена глубоким смыслом. Дом — это куда? К BTS? К мировой сцене? Или к собственной версии себя? Чингук, которого долгое время знали как Голден Макнае, с неиссякаемой энергией, показал гораздо более уязвимую сторону. Он признался, что слово «камбэк» несет огромное давление, слово, которое для публики звучит как надежда, но для участников может быть колоссальной эмоциональной ношей. «Люди ждут нас как BTS, а не такими, какими мы стали сейчас», — сказал он. Простое предложение, но с мощным воздействием. Именно здесь кроется главный конфликт между ожиданиями мира и реальностью людей за именем BTS. Означает ли этот эмоциональный ответ, что BTS еще не готовы? Или, наоборот, что они готовят нечто гораздо более масштабное, честное и рискованное, чем обычный мировой тур? Чтобы понять, почему Update World Tour BTS 2026 вызывает такую чувствительность, нужно вернуться к истокам феномена BTS. BTS появились не как мгновенный продукт индустрии развлечений, а как длинный нарратив о борьбе, сомнениях, социальной критике и личностном росте. Каждая эпоха BTS всегда была связана с темами, отражающими психологическое состояние их поколения. Поэтому слово «камбэк» никогда не означало просто новый альбом или концерты. Оно означало новую главу в коллективном повествовании между BTS и ARMY. Но мир изменился. BTS тоже изменились.
Тэхён больше не молодой айдол в поисках художественной идентичности, теперь он артист, исследующий джаз, актерство и более личные визуальные формы выражения. Чингук больше не просто макне с сияющей улыбкой, он зрелый музыкант, выпускающий сольные работы о одиночестве, поиске смысла и эмоциональной уязвимости. Когда эти двое говорят о World Tour 2026 с сомнением и эмоциями, их послание выходит далеко за пределы слов. AR/MY охватывает тревога. За считанные минуты появляется множество интерпретаций. Кто-то видит в этом знак возможной задержки камбэка. Кто-то уверен, что это этап перед большим взрывом, возвращением BTS с концепцией, не похожей ни на что ранее. Но доминирует смешанное чувство – надежда, страх, гордость и беспокойство. Останется ли BTS, если они вернутся более взрослыми, более уставшими и более честными в своих сомнениях? Или именно в этом и заключается их истинная сущность, за которую их любят? Апдейт World Tour BTS 2026 также нельзя отделять от глобальной динамики музыкальной индустрии. За последние годы мировые туры радикально изменились. Стоимость производства выросла, визуальные ожидания стали выше, коммерческое давление усилилось. BTS, как группа с высочайшими стандартами, сталкиваются с серьезными вызовами. Каждый их тур – это не просто концерт, а глобальное событие с тысячами сотрудников, передовыми технологиями и вниманием международных СМИ. Когда Тэхён упомянул «невидимое бремя», многие аналитики увидели в этом отсылку к этим структурным давлениям. Мировой тур BTS – это не только сцена, но и риск для репутации, психического здоровья и художественного наследия. Одна ошибка может быть раздутой до масштаба провала в глазах жаждущих сенсаций медиа. Чингук, говоря более лично, затронул тему, о которой редко говорят айдолы мирового уровня – страх разочаровать. Он не сказал это напрямую, но дал понять, что существует сомнение, способны ли BTS по-прежнему соответствовать ожиданиям, которые они сами же и создали. Это парадокс успеха: чем выше вершина, тем страшнее падение. И все же, несмотря на тревоги, есть один момент, который делает это обновление обнадеживающим. Ни Тэхён, ни Чингук не сказали «нет». Они не закрыли дверь. Они не настаивали на отмене. Напротив, они говорили о времени, готовности и честности. В индустрии, полной пустых обещаний и ложной определенности, честная неопределенность звучит куда более искренне. AR/MY, выросшие вместе с BTS, это понимают. Вместо гнева появляется эмпатия. Хэштеги наполнены поддержкой, сообщениями о том, что BTS имеют право взять время, измениться и вернуться на своих условиях. Это редкая динамика между артистом и фанатами, скорее эмоциональный диалог, чем развлекательная транзакция. Но главный вопрос все еще висит в воздухе: действительно ли они вернутся? С академической точки зрения, этот феномен интересен как пример парасоциальных отношений, перешедших в нечто гораздо более сложное. BTS и AR/MY больше не находятся в односторонней связи. Каждое заявление, каждая пауза, каждое выражение лица анализируется и коллективно интерпретируется. В этом контексте эмоциональные ответы Тэхёна и Чингука становятся открытым текстом, допускающим множество прочтений. Есть мелкие подсказки, которые нельзя игнорировать. То, как Чингук использует слово «мы», а не «я». То, как Тэхён говорит о будущем как о чем-то подготавливаемом, но еще не оформленном. Все это указывает на то, что BTS все еще мыслит камбэк как группу, а не как набор индивидуальных проектов. Но форма, время и масштаб остаются загадкой. Таким образом, апдейт World Tour BTS 2026 – это не объявление, а процесс. Процесс переговоров между прошлым и будущим, между глобальными ожиданиями и личными потребностями, между мифом BTS и людьми за ним. И именно здесь кроется самое сильное эмоциональное потрясение. BTS не продают легкую мечту. Они предлагают сложную честность. Для кого-то это может быть разочарованием. Индустрия развлечений привыкла к четкости и расписаниям. Но для многих AR/MY именно это и делает BTS особенными с самого начала. Они всегда показывали сомнения как часть пути, а не слабость, которую нужно скрывать.
Если BTS действительно вернутся в 2026 году, это, скорее всего, будет не просто ностальгический тур. Это станет экзистенциальным заявлением о том, что значит выстоять, измениться и остаться актуальными, не предав себя. Если же они отложат возвращение, это тоже будет решением, соответствующим ценностям, которые они пропагандировали, любви к себе, включая принятие ограничений. Поэтому вопрос, заданный в начале, остается актуальным и без окончательного ответа. Наблюдает ли мир начало величайшего камбэка века, или же момент, когда BTS учит нас, что не каждую великую историю нужно торопить? Очевидно одно – эмоциональные ответы Тэхёна и Чингука превратили Update World Tour BTS 2026 из индустриального слуха в коллективное размышление о времени, надежде и смелости быть честными. AR/MUI могут быть удивлены, встревожены, но их также приглашают расти вместе, еще раз. И, возможно, именно в этом и заключается настоящий камбэк. Продолжение с этого момента делает Update World Tour BTS 2026 еще больше похожим на историю, не достигшую кульминации, а лишь приоткрывшую самый глубокий скрытый слой. После того, как эмоциональные ответы Тэхёна и Чингука распространились, реакция последовала не только от AR/MUI, но и от индустрии, музыкальных аналитиков и глобальных культурных наблюдателей, которые начали переосмысливать место BTS в истории современной музыки. После первой волны ажиотажа возникла странная тишина. Ни быстрого уточнения от HYBE, ни дополнительного официального заявления, которое бы закрыло спекуляции. Эта тишина стала новым топливом для любопытства. В мире развлечений тишина часто звучит громче громких объявлений. И именно эту тишину сейчас изучают, анализируют и интерпретируют миллионы глаз. Некоторые наблюдатели считают, что действия Тэхёна и Чингука – это форма высокоуровневой коммуникации, редко встречающейся у айдолов к поп. Они не дают пустых обещаний, но и не разрушают надежды. Они говорят на эмоциональном, неоднозначном, но насыщенном смыслами языке. С точки зрения массовой коммуникации, это создает пространство диалога, а не монолога. AR/MUI становятся не просто получателями информации, а эмоциональными участниками процесса формирования смысла. Именно здесь появляется следующий сюрприз. Вместо давления на BTS с требованием немедленного камбэка, большая часть AR/MUI начинает переосмысливать собственные ожидания. Социальные сети наполняются размышлениями о том, как BTS выросли, изменились и дали миру больше, чем просто музыку. Многие осознают, что желание World Tour 2026 – это не только о концертах, но и о тоске по глобальному чувству единства, которое когда-то существовало. Но достаточно ли этой тоски, чтобы подтолкнуть BTS обратно на мировую сцену, несмотря на их сомнения? Другие подсказки появляются тонко в последующие дни. Тэхён появляется на художественных мероприятиях с еще более созерцательной аурой. Чингук в кратком посте без описания показывает темную студию, словно намекая, что творческий процесс продолжается, хотя его направление пока не готово к огласке. Нет слова «BTS». Нет слова «тур». Но для AR/MUI эти символы звучат как тихий шепот с глубоким смыслом. Является ли это спланированной стратегией или честным отражением переходного этапа? Этот вопрос важен, потому что он определит, как мир прочтет следующий шаг BTS. Если это стратегия, значит, BTS выстраивают камбэк-нарратив куда более эмоциональный и глубокий, чем раньше. Если это честное отражение, значит, мир наблюдает человеческий процесс 7 людей, пытающихся согласовать личные мечты с огромной коллективной идентичностью. Update World Tour BTS 2026 превращается в зеркало не только для BTS, но и для индустрии развлечений, которая долгое время обожествляла скорость, продуктивность и определенность. BTS, через свои сомнения, словно бросают вызов логике самой индустрии. Они спрашивают, действительно ли успех всегда измеряется физическим присутствием на сцене, или же умение остановиться – тоже форма силы? Эмоциональный аспект ответов Тэхёна и Чингука открывает более широкую дискуссию о ментальном здоровье айдолов мирового уровня. Годами BTS хвалили за послание сил в слове. Но теперь это послание передано не через тексты песен или подготовленные речи, а через подлинную уязвимость.
Когда Чингук говорит о давлении и страхе, он говорит не только как артист, но как человек, осознающий собственные пределы. Реакция ARMY на это становится редким кейсом. Нет массового гнева. Нет бойкотов. Вместо этого эмоциональная солидарность. Многие фанаты говорят, что предпочитают ждать BTS готовыми и счастливыми, чем видеть вынужденный камбэк. Это редкая динамика в глобальной культуре фанатов, где интересы артиста ставятся наравне, а иногда и выше потребительского удовлетворения. Однако не все смотрят на это одинаково. Некоторые международные медиа начинают продвигать более провокационные нарративы. Возникают вопросы о релевантности BTS на фоне нового поколения айдолов. Появляются спекуляции, что сольные проекты навсегда изменили приоритеты участников. Эти нарративы, пусть и без твердых фактов, усиливают напряжение. И именно здесь эмоциональные ответы Тэхёна и Чингука становятся еще значимее. Они не отрицают изменений. Они не пытаются убедить мир, что все будет как прежде. Они признают трансформацию как неотъемлемую часть пути. Это коммерчески рискованная, но художественно мощная позиция. Если BTS действительно вернутся в 2026 году, это, вероятно, будет камбэк, переопределяющий само значение BTS. Не просто ностальгия, а встреча прошлого и настоящего, наполненная рефлексией. Тур, если он состоится, может стать не только набором хитов, но и повествованием о пути, утрате и росте. Но нельзя игнорировать и другую тень. Что если 2026-го это не полноценный камбэк, а продолжение переходной фазы? Что если BTS выберут более гибкий, избирательный и личный формат взаимодействия с глобальной аудиторией? Эмоциональные ответы Тэхёна и Чингука открывают эти возможности, не закрывая ни одну из них. Ситуацию делает еще более драматичной осознанность того, что любое решение BTS выйдет за рамки музыки. BTS стали глобальным культурным символом, представителями Южной Кореи на мировой арене и источником вдохновения для молодежи во многих странах. Их решение относительно World Tour 2026 будет воспринято как культурное заявление, а не просто развлекательный план. Когда ARMY спрашивают, они действительно вернутся? Это вопрос гораздо глубже. Он не о расписании концертов или новом альбоме, а о том, готов ли мир принять BTS в форме, которая может больше не соответствовать прежнему образу. Эмоциональные ответы Тэхёна и Чингука со всей их неопределенностью подчеркивают одно: BTS все еще заботится. Они думают об ARMY. Они все еще взвешивают смысл каждого шуга. И, возможно, в мире, полном скорости и поверхностности, именно эта забота и становится самым большим сюрпризом. Апдейт World Tour BTS 2026 стоит на историческом перекрестке. С одной стороны, надежда на глобальный взрыв, который вновь потрясет музыкальную индустрию. С другой – возможность более тихого, медленного, но честного пути. Тэхён и Чингук через свои эмоциональные ответы отказались давать мгновенные ответы. Вместо этого они пригласили мир подождать, задуматься и понять. И на этом этапе история еще не закончена. Мы только вступили в самую важную главу. Эта глава развивается медленно, почти беззвучно, но именно поэтому каждая мелочь кажется вибрирующей и наполненной смыслом. Апдейт World Tour BTS 2026 больше не просто тема развлечений, а коллективное пространство интерпретаций, которое продолжает расширяться. Каждый день без официального объявления добавляет новый эмоциональный слой, словно мир затаил дыхание, ожидая одной фразы, способной изменить все. После эмоциональных ответов Тэхёна и Чингука медийный фокус смещается. СМИ, ранее зацикленные на цифрах, рекордах и прибыли, начинают обсуждать психологическое и философское измерение возможного камбэка. BTS все чаще рассматриваются не как фабрика хитов, а как человеческий феномен на перекрестке идентичности. Это редкое, почти уникальное положение в истории современной поп-культуры. Тэхён в своей тишине становится центральной фигурой. Его снова вспоминают как символ дуальности BTS, внешняя харизма и внутренняя рефлексия. Когда он говорит о пути, который не всегда прямой,
это воспринимается как честное отражение всей истории BTS, истории подъемов, падений, остановок и изменений курса. Чингук же воспринимается как голос поколения. Его признание о тяжести слова «камбэк» выходит за рамки BTS и отражает давление индустрии на молодых артистов, от которых ждут повторения успеха без права на изменения. И здесь возникает еще один тревожный вопрос: готов ли мир принять других BTS? Или он хочет только тех, кого уже знает? Апдейт World Tour BTS 2026 превращается в арену борьбы между ностальгией и эволюцией. Ностальгия зовет к стадионам, лайтстикам и коллективному пению. Эволюция требует смелости смотреть в неопределенность и рисковать потерей части аудитории ради честности. BTS всегда балансировали между этими силами. Но сейчас эта грань особенно остра. Возвращение больше не гарантирует победы. Иногда оно означает открыться критике и невозможным ожиданиям. И все же есть важная деталь, которую часто упускают. Ни в словах Тэхёна, ни в словах Чингука нет сожаления. Нет отчаяния. Есть осознанность. Осознание тяжести ответственности и ценности связи с ARMY. Это голос не тех, кто хочет уйти, а тех, кто хочет идти осторожнее. Многие исследователи поп-культуры пытаются сравнить нынешнее положение BTS с трансформациями других глобальных икон прошлого. Но эти сравнения часто оказываются недостаточными. BTS существует в цифровой экосистеме и фан-культуре беспрецедентной интенсивности. ARMY — это не зрители, а соавторы нарратива. Это особенно заметно по реакции на последнее обновление. Сообщество не раскалывается, а демонстрирует эмоциональную зрелость. Все больше звучит мысль, что BTS не должны возвращаться ради индустриального календаря. Мир, возможно, все еще ждет ответа. Расписание и уверенность пока не пришли. Но одно уже ясно: BTS никогда не обещали легкий путь, только честное путешествие. И вернутся ли они в 2026 году или позже, знает только время. Но неизменно одно: связь BTS и ARMY построена не на определенности, а на доверии. И, возможно, именно в этом и заключается истинный смысл камбэка — не в скорости возвращения на мировую сцену, а в смелости оставаться верными себе вместе с теми, кто выбирает ждать.